Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Спрей, пролифератор, крем, распространитель, обмаз в конце концов. Все это про вот такие волшебные колбочки непонятного вещества, предположительно жидкого, но в резервуар не заливается. Что они делают? А много чего. И многое из того, что спрей делает, совсем не очевидно. Попробуем разобраться. Спрей бывает трех видов: желтый, зеленый, синий. Спрей может наноситься на компоненты с помощью распылителя при прохождении грузов через него по конвейеру. По количеству желтых стрелочек на грузе можно понять, какой уровень обмаза применен. Одна стрелочка желтый, две зеленый и три синий. У каждого вида спрея есть 4 показателя: количество применений, производительность, скорость и энергопотребление. Что же эти показатели означают? Количество применений указывает, сколько грузов сможете обмазать одна единица спрея. Желтый крем применяется 12 раз, зеленый крем 24 раза, а синее вещество можно осчастливить аж на 60 раз. В распылителе есть собственный контейнер, емкость которого составляет 600 единиц, что означает возможность обмазать 600 проходящих через распылитель грузов. Спрей можно загрузить даже вручную, но все же лучше нашу волшебную жижу поставлять более технологическим способом. На процент производительности Extra Products увеличивается выход готового продукта из переработчика. В интерфейсе появляется дополнительный круг, который при заполнении выдает единицу продукта. То есть при обмазе желтым кремом дополнительная единица продукта будет выходить после 8 единиц, при обмазе зеленым кремом после 5 единиц, а при синем креме после 4 единиц. В интерфейсах наших заводиков имеется переключатель, с помощью которого мы выбираем режим повышенной производительности или повышенной скорости. При выборе режима скорости увеличивается логично скорость производства продукта на четверть для желтого крема, в 1,5 раза для зеленого крема и в 2 раза для синего. Учитывайте, что увеличится как выход продукта, так и потребление компонентов. Здесь из воздуха ничего не берется, в отличие от предыдущего варианта. Любой из турборежимов сильно повышает потребность завода в электричестве. Использование исходных ресурсов, обмазанных желтым спреем, повышает энергопотребление почти на треть, на 30%. В случае зеленого спрея энергопотребление растет уже на 2/3, а точнее на 70%. А обмазанные синим спреем компоненты приведут к росту поедания электричества в 2,5 раза. Таким образом, например, один коллайдер будет откусывать от вашей энергосети шмат уже не в 12 мегаватт, а 30 мегаватт. Увеличенный выход продукта или увеличенная скорость будут работать только если все компоненты обмазаны. И если компоненты обмазаны разными спреями, то бонусы, впрочем, как и минусы, будут считаться по наименьшему из уровней. При попытке объединить в один стак одинаковые компоненты с разными обмазами, они соединятся, но уровень обмаза станет по возможности усредненным. А если вы попробуете сэкономить и пустить через распылитель состаканный груз, то у вас ничего не выйдет. Ну, точнее, не выйдет сэкономить. Груз обмажется, но спрея потратится столько, сколько стаков было в грузе на момент прохода. Забавный факт. На максимальном исследовании в высоту можно поставить 25 распылителей. Только вот строить конвейеры на такую высоту игра не дает. Это была базовая информация, но тут, как говорится, есть один нюанс. Только нюанс не один. Этих нюансов и исключений тут чуть ли не больше, чем основного правила. Постараемся их разобрать. Далеко не всегда и далеко не везде есть возможность переключения режимов. И если при сборке какого-нибудь здания используются только те ресурсы, которые относятся к разделу компонентов, то можно выбрать любой режим. Ну то есть, например, когда мы делаем добытчик или цистерну. А вот если мы захотим сделать что-то с использованием других зданий, например, второй сборщик из первого или межпланетную станцию из планетарной, то применяться может только режим скорости. К таковым рецептам также относятся рецепты на антиматерию в коллайдере, на антиматериевые ячейки и рентгеновское расщепление. Если будете обмазывать топливо, например, графит или дейтериевые ячейки, то на процент производительности увеличится и энергоемкость, и выходная мощность. То есть сгорать топливо по времени будет столько же, а выдавать энергии больше. Это правило не касается антиматериевых ячеек и заряженных аккумуляторов. Их можно использовать в своем икаре, кстати.
Для них увеличивается только выходная мощность на процент производительности. То есть энергоемкость не меняется, что означает более быстрое сгорание при большей энергоотдаче. Попшикивание водорода и пускание его через фракционатор увеличивает шанс конвертации водорода в дейтерий на процент скорости. То есть у обмазанного синим кремом водорода шанс сделаться дейтерием не стандартный 1%, а 2%. По факту это как раз увеличивает скорость производства дейтерия в те же 2 раза. Интересный момент с фундаментами. Спрей влияет и на них. Облитый фундамент либо дает больше почвы при сборе холмов, либо потребляет меньше почвы при засыпании ям и жидкостей. Зависит это от процента производительности. Полезен крем и на солнечных парусах и ракетах. При загрузке их в рельсотрон или пусковую шахту на процент скорости увеличивается скорость запуска. То есть с синим спреем вместо 20 парусов в минуту рельса запускает 40 парусов, а шахта вместо 5 ракет в минуту настреливает 10. Так, а что же у нас с приемниками лучей? Запихнем-ка в них нашего помазанника гравитонную линзу. Получим увеличение максимального количества забираемой со сферы энергии на процент скорости. Сама линза увеличивает этот объем в 2 раза. Использование синекремной линзы увеличивает это увеличение до 4 раз. Самое полезное, на мой взгляд, применение крема – опрыскивание кубов перед загрузкой в лабораторию. Тогда при исследовании будет вырабатываться больше хэшей на процент производительности. Фактически это означает дополнительные кубы. А если сначала попшикать на кубы и антиматерию перед производством белых кубов, а потом еще и сами белые кубы перед загрузкой в лабораторию, то прирост белых кубов вообще будет в квадрате по сравнению с необмазанным использованием. Напоследок самое выгодное – обмаз самого крема. Тогда количество применений спрея увеличится на процент производительности. Выгодно ли потратить крем на то, чтобы получить больше крема? Вкратце, да, выгодно всегда. В любом случае вы тратите меньше крема на обмаз, чем дается его дополнительно. Есть еще ряд компонентов, обмаз которых не дает абсолютно ничего. Это логистика, боты, дроны и судна, и варперы. Их можете не опрыскивать, результатов от таких действий никем не обнаружено. Немного моего мнения. Крем использовать можно, но осторожно. Я не сторонник обмаза всего и вся. Следите за энергией. Использование крема может быстро продемонстрировать вам, что электричества вы вырабатываете мало. И тут может встать вопрос, а выгодно ли применение крема, если для этого придется каким-то образом увеличивать производство энергии, тратя на это ресурсы? А вы тратите этот крем на какие-нибудь железо и медь, коих везде полно и легче и дешевле поставить чуть больше печей на них. В общем, не забывайте про энергию. Мне больше всего нравится вариант использования крема на топливе, а особенно на графите. Графит может делаться из угля. Зеленый крем тоже можно полностью сделать из угля. Угля в галактике много, так что прямо на месте можно соорудить неплохую энергостанцию чисто на опрысканном графите. На поздних этапах игры крем становится актуален в своей скоростной ипостаси, так как использование режима ультраскорости позволяет сократить размер и количество применяемых заводов в 2 раза, что крайне благоприятно влияет на FPS и производительность уже самого компа. Режим производительности с выходом дополнительных продуктов предпочитаю использовать на максимальной сложности, где с ресурсами до развития Advanced Utilization реальный напряг. В любом случае дело за вами. Информация предоставлена, а как с ней обращаться – ваш собственный выбор. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, да и заходите на стримы. Всем спасибо, до следующих разов.